Привет, привет! Вы на канале Зеленый огород. Ну вот и подходит к концу очередной дачный сезон. Все бегонии у меня стоят под крышей, на веранде, потому что очень часто идут дожди. И этих красоток клубневых мне очень и очень жалко. Здесь им прям комфортно. А вечно цветущая бегония хорошо чувствует себя и в открытом грунте. Дожди, прохлада, ночные туманы ее не портят. Но сегодня мне хочется вам показать, какую мы вырастили в этом сезоне бахчу. Кто смотрит наши ролики, знает, что у меня есть вот такая небольшая тепличка-парничок над землей примерно сантиметров 50. Что только здесь мы уже не выращивали. И баклажаны, и перец, и низкорослые томаты. И, кстати, всем растениям здесь очень и очень комфортно. Ну а в этом году у меня здесь раскинулась просто бахча. Здесь растут дыни, которых завязалось достаточно много. Все дыньки разных сортов. Вчера одну пришлось убрать, так как мы не уследили, и ее просто разорвало. Она перезрела. Дынь очень много. И там в листве они тоже есть, но пока еще не созревшие. А вот арбузы начали созревать. Ну, здесь пока еще малюсенький. Здесь чуть побольше. Но я думаю, килограмма на 4. Здесь еще больше арбуз. Вот этот еще только, может, недели 3 как завязался. Там в глубине тоже большой есть. Вот тут еще одна дынька большая. Но срезать будем сегодня вот этого красавца. Посмотрите, какой звук. Обычно арбузы выращивала в теплице. В прошлом сезоне в открытом грунте. Но вот в этом сезоне решила поселить их вот в эту тепличку. И я думаю, им очень комфортно. Во-первых, мы ее на ночь всегда закрываем. Земля очень теплая, а арбузы любят тепло. И посмотрим потом в конце сезона, сколько и чего мы соберем. Когда я только начинала выращивать арбузы, а это было где-то лет 5-6 назад, бывало так, что арбуз растет, я его снимаю, а он перезрел. Потом уже сделала вывод, что нужно обязательно записывать, какого числа у вас арбуз пошел в рост. И от этого времени отсчитывать 35-45 дней. Иначе, если арбуз у вас останется на бахче, разрезав его, мы получим внутри кашу, перезревший сорт. Высаживала 3 арбуза разных, и все гибриды. Бонта F1. Потом приобретала вот такой китайский арбуз. И знаменитый бедуин. Ну вот пока самый первый созрел, это китайский арбуз. Ну что ж, срезаем. И сейчас я его попробую взять. Так, тяжеленький. Ух ты, какой тяжелый. Вот такой арбуз. Красавец. Ну, много весит. Сейчас я посмотрю, какой у него вес. Очень тяжеленький арбузик. Звук великолепный. Надеюсь, что он вкусный. Но сейчас мы его взвесим. Ну что ж, посмотрим, какой вес. Так. Вес 3,926. Отлично. Кто-то, может, будет смеяться, что арбуз, и вдруг такая ему песня поется. Но у нас на Урале арбузы – это диковинка. Тем более вырастить на своем огороде. И в наше-то лето, когда у нас было очень и очень холодно, дождливо, и вот только-только в августе пришло тепло. Ну что ж, барабанная дробь. И разрезаем. Опа! Треснул хорошо.
Вот такой получился арбузик. Ну что ж, попробуем, какой он на вкус. Розоватый. А сладкий. Он очень и очень сладкий. Хотя у него, конечно, довольно толстая шкурка. И цвет не ярко-красный. Но вот вкус шикарный. Очень-очень сладкий и сочный. Арбуз набрал очень много сахаров. Вот посмотрите, здесь даже сахарица. Вот видно, что здесь вот сахаристая мякоть. Как же это вкусно. Советую всем уральцам и не уральцам выращивать свои арбузы. Они очень вкусны, и мы уверены, что внутри нет никаких нитратов, а только один сахар и наслаждение. Семечки уже стали коричнево-черными. Вот только буквально несколько штук беленьких. Значит, арбуз полностью созрел и готов, чтоб им полакомились. Ну какая вкуснота! Собака невкусная есть точно не будет. Но это для нее просто лакомство. Повезло сегодня, Майка, тебе. Ну что ж, следующий арбуз будет бедуин. Но я думаю, что он созреет не раньше, чем через неделю. Не бойтесь экспериментировать. И у нас на Урале, в Пермском крае, можно получить неплохой урожай арбузов и дынь. Тем более, вы знаете, последнее время цена у них стала прям как в космос слетать. В этом сезоне что-то они даже цену не скидывают. Но ничего, мы будем выращивать свое и наслаждаться вкусом этих фруктов. На этом все. Вы были на канале Зеленый огород. С вами была Елена. Пока-пока.